Привет, друзья! Добро пожаловать на канал! Что приготовить из тыквы, чтобы понравилось и взрослым, и детям? Предлагаю 3 очень простых и вкусных пирога, которые понравятся даже тем, кто до этого не ел тыкву. Выпечка из тыквы отличается своим привлекательным видом, ведь ярко-оранжевый цвет стимулирует аппетит и поднимает настроение. Начнем с самого простого рецепта – манник из тыквы. Готовится он элементарно, без масла, муки и яиц. 300 грамм мякоти тыквы трем на мелкой терке. Затем цедру одного лимона. Добавляем 100 грамм сахара, 250 миллилитров кефира, 270 грамм манной крупы и чайную ложку разрыхлителя. Перемешиваем. Выкладываем в форму для запекания. У меня разъемная, диаметром 23 сантиметра. Разравниваем и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Пока пирог выпекается, приготовим сироп. Для этого в небольшой кастрюле или сотейнике смешиваем 100 грамм сахара, 100 миллилитров воды и сок одного лимона. Отправляем на небольшой огонь. Доводим до кипения и варим пару минут до полного растворения сахара. Готовность пирога проверяем зубочисткой. Пока он горячий, заливаем сиропом и оставляем на полчаса для пропитки. Разрезаем на кусочки и подаем к столу. Манник получается плотным, пропитанным, ароматным за счет цитрусовой заливки. Вкус тыквы практически не ощущается, а насыщенный желтый срез пирога порадует детей и взрослых. Второй рецепт – тертый песочный пирог. Начнем с приготовления теста. Этот рецепт песочного теста универсальный, подойдет как для пирогов, так и для тарталеток. Возьмите его на вооружение. Он элементарный и быстрый. Самый удобный способ приготовления в чаше блендера. Насыпаем в чашу 280 грамм муки, 100 грамм сахара, 1 чайную ложку разрыхлителя, 150 грамм охлажденного сливочного масла, нарезанного кубиками, и перемалываем до состояния крошки. Если нет блендера, можно перетереть руками. К полученной крошке добавляем 1 яйцо и замешиваем тесто. Сначала лопаткой, потом руками. Делим тесто. 2/3 пойдут на основу, а 1/3 наверх пирога. Большую часть отправляем в холодильник на полчаса, меньшую в морозилку. Пока тесто охлаждается, подготовим начинку. 500 грамм мякоти тыквы измельчаем или трем на мелкой терке. Добавляем 100 грамм сахара и чайную ложку корицы. Перемешиваем. По прошествии получаса собираем пирог. Большую часть теста распределяем по дну, формируя небольшие бортики. Выкладываем тыквенную начинку. Меньшую часть достаем с морозилки и натираем на крупной терке. Посыпаем пирог этой стружкой и отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем 25-30 минут до румяной корочки.
Рассыпчатое хрустящее песочное тесто с ароматной тыквенной начинкой прекрасно сочетаются. Пирог разбудит аппетит у всей семьи и порадует изысканным вкусом маленьких гурманов. Третий рецепт – пирог с тыквой и грецкими орехами. В чаше блендера измельчаем в крошку 170 грамм грецких орехов. – 300 грамм мякоти тыквы натираем на терке. Если выбрать крупную терку, пирог будет более сочным. Если мелкую, пирог хорошо пропечется, будет более сухим и пышным. Миксером взбиваем 4 яйца и 150 грамм сахара в пышную белую массу. Добавляем тертую тыкву и ореховую крошку. Перемешиваем. Просеиваем 150 грамм муки и чайную ложку разрыхлителя. Хорошо перемешиваем. Выкладываем тесто в форму для запекания. Разравниваем и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Готовность проверяем зубочисткой. Украшаем по желанию пудрой, шоколадной или сахарной глазурью, джемом или вареньем. Душистый пирог с тыквой и грецкими орехами готов. О том, что здесь есть тыква, можно понять только по названию. Пирог благоухает ореховым ароматом и поднимет настроение всей вашей семье. Приятного аппетита! Буду рада, если поделитесь своими впечатлениями в комментариях.